Всем привет! Честь! Сегодня мы идем за покупками, будем собирать посылку в Россию и также узнаем плюсы и минусы жизни в Польше. Мы вот в магазине взяли чуть-чуть мармелада и сейчас выберем еще что-нибудь. Видите цены какие? Продукты стоят намного дешевле, кстати, чем в России. Ну, не прям намного, но некоторые вот продукты стоят дешевле. Взяли вафельки, мармеладки пока что. Сейчас будем дальше выбирать, смотреть, не знаю, что еще набрать нам. Продуктов очень много. В посылку все не влезет. Все, что можно купить, конечно же. Чай, кофе решили не покупать, но шоколада обязательно набрать, потому что в Польше очень-очень вкусный шоколад. Посмотрите, его очень-очень много, и он, правда, очень вкусный. Опять видите, батончики, халва разные. Халву, кстати, еще ни разу не пробовала в Польше. Даже не знаю, вкусная, нет, но положу. Все равно положу киндеры всякие разные. Папа Антона, когда жил в Польше, он попросил купить ему такие. Он родился, кстати, во Вроцлаве, у Антона папа. И вот он попросил найти такие штучки, которые жарят во фритюре. Но я уже какой магазин обхожу, их не вижу. Видела очень давно, но не помню где. Может, в Алди. Колбасных изделий в Польше тоже очень и очень много, но сейчас в Польше такая погода. Я не знаю, сможет ли колбаса доехать или нет. Поэтому я взяла кабаносы просто. И возьму всякие консервы в банках. Вот такое вот. Что точно не пропадет, в общем. Смотрите, какие эти нашли классные. Мне кажется, в России их даже как сувенир можно дарить. Тоже возьмем 2 пачки и отправим. Для дедушки и для бабушки. Вот, стоим, смотрим, выбираем, что же купить из такого. Какую-то консерву, но не знаем. Я еще мало чего пробовала в Польше, поэтому не могу сказать, что вкусно, а что невкусно. Сегодня я собираю посылку в Россию, зову вас с собой и хочу вам также рассказать о плюсах жизни в Польше, потому что на самом деле плюсов в жизни Польши очень и очень много. Так что давайте я буду собирать, и, конечно же, по пути я вам расскажу, что я купила, и, конечно же, о плюсах жизни. Здесь я вот приготовила коробку специально для всего этого. Так что поехали. В общем. Ну, во-первых, я купила вот такую вот тушенку, 2 банки. Блин, эта тушенка, это вообще нечто. Она настолько крутая, что ее просто невозможно оторваться. Она очень и очень вкусная, прям вообще бомба. Не тушенка, а бомба. Вот правда, она очень вкусная. И вкуснее тушенки я никогда не пробовала. Вот эта вот польская тушенка, она просто бомбическая. Поэтому я взяла, конечно же, 2 банки. Одну попробуют, а другую уже съедят. Взяла вот такие вот помидоры, я уже про них рассказывала где-то. Это вообще, они такие вкусные, в России таких помидоров не найти. Это я говорю сразу. Поэтому эти помидоры обязательно ложу на пробу пока что 1 банку. А там, если понравится, то, конечно же, отправлю еще. Еще положу вот такую вот тушенку. Она тоже очень вкусная, поэтому пусть попробуют. Такой вот паштет бельгийский. Я его сама не пробовала, но надеюсь, это будет вкусно. Попробуют и скажут, в общем. И еще набрала всяких вот таких вот штук, паштетов. Тут шинки разных видов и такие паштеты. Это тоже они все попробуют и поедят. Купила 2 пачки печенья, польские печенья. Они очень и очень вкусные. Поэтому я взяла 2 пачки таких печений. Еще вот эти ежики. Антону они очень-очень нравятся. Говорит, очень вкусные. Поэтому, конечно же, мы отправим эти вафельки вот такие вот. Ну, обычные вафли с кокосом, но они, правда, очень-очень вкусные. Поэтому их тоже ложим. Еще не поверите, что я набрала. Кучу шоколада. Я правда говорю, я взяла полную шоколада. Потому что в Польше
очень много видов разного шоколада. Я взяла столько много. Вот с мятой в России таких не бывает. С цельным орехом взяла такую. Потом просто с дробленым орехом. Потом шоколадку с вот такими вот, воздушный рис вроде бы. Белую шоколадку с орехами. Шоколадку с клубникой взяла. И шоколадку с мятой. Это тоже все едет в Россию. Я взяла тонну всяких вафель. Потому что местные вафли, как я уже сказала, ну, они по-своему вкусные. И таких вафель, конечно же, в России не найти. Кстати, по поводу этого, в России вообще напряг с польскими товарами. Так как я полька, я всегда хотела попробовать что-то польское, и в России я всегда искала это. Но очень трудно найти в России что-то польское, поэтому я набрала кучу шоколадок, вафелек, всего-всего-всего. Что понравится, потом пришлем еще раз. Пока что я отправляю то, что я уже успела попробовать, и мне это понравилось. Кучу мармелад. Нет, вот халва. Взяла 2 такие халвы. В России тоже очень много видов халвы. Польскую халву я не пробовала, но вот они попробуют и мне расскажут, вкусная или нет. Также я купила колбасу, но я не уверена, доедет она, конечно, кабаносы. Ну, куча мармелада, конечно же. Такой, разных видов мармелада набрали. Надеюсь, пригодится, будет вкусно. Взяла вот такой вот и вот такой. В России такого нету, но отправлю. Думаю, что-нибудь приготовят из этого вкусные и полезные. Также вот такие вафельки засуну. Попробую. Еще, смотрите, в магазине нашла спички со знаком Евросоюза. Я купила 2 упаковки. И мне кажется, что даже в России это можно будет как сувенирчики отдавать, потому что это, правда, очень мило и красиво. Спички с Европы, из Польши. Это круто. В России, конечно же, не найти такого. Потом орешки вот такие купила и вот такие вот. Надеюсь, они тоже пригодятся. Ну и 2 еще огромные шоколадки. Почему я не купила шоколадку Милка? Потому что Милка, она есть во всем мире. И в России тоже очень-очень много видов Милки, поэтому нет смысла отправлять Милки. А вот именно польских шоколадок, именно вот этих вот таких вот, их не найти в России, поэтому это будет очень и очень классно. И кабаносы, но я не знаю, доедут они или нет, потому что сейчас тепло, так что не уверена, что они доедут. Ну, на посылку я потратила где-то 120-130 злотых, может так где-то. А отправлять я пойду ее завтра, потому что сегодня на улице дождик, и я не уверена, что я ее донесу, поэтому завтра с утра я запакую ее аккуратненько, заверну и отправлю на почте и расскажу, как это было. Также я сейчас села учить историю Польши и хотела бы вам рассказать, почему мне так сильно нравится Польша и вообще какие плюсы могут быть, когда ты живешь в Польше. Какие плюсы я тут заметила. Поэтому давайте поговорим об этом. Наверное, самое главное, из-за чего мне нравится Польша, то, что здесь каждый человек может говорить то, что он думает. Как я уже говорила, Польша — это 2-я страна в мире, в которой появилась Конституция и свобода слова, свобода действий. Здесь, конечно же, это важно, и поэтому люди здесь более свободны, чем в России, допустим, в той же самой, или Украине, или Беларуси. Здесь нет такого надзора, как везде, как в наших странах. Поэтому этим Польша, конечно же, намного лучше. Также попрошу вот не обижаться всех тех, кто будет смотреть это видео, потому что я говорю именно плюсы, сравнивая, потому что я жила вот и в Украине год я прожила, и в России жила, и как бы я знаю, о чем я говорю, поэтому не обижайтесь, потому что все познается именно в сравнении. А так как я пожила и там, и сям, конечно же, я могу сравнить это все. Еще одна причина — это то, что в Польше очень и очень вкусные продукты. На самом деле здесь продукты настолько вкусные. Сами поляки, они, как я уже говорила, очень сильно любят свою страну, любят свою культуру, свои традиции. Они настолько патриотичны, что
другим нациям я просто советую брать пример с поляков. Еще есть одна такая страна в мире, это Южная Корея. Там тоже очень патриотичные люди, но я не думала, что в Европе есть настолько патриотичная страна. И вот Польша как раз-таки патриотична, что они даже в таких мелочах, вроде бы ты заходишь в магазин, но на каждом ценнике, на каждом продукте написано продукт польский, а иностранные продукты, конечно же, не подписываются, но вот именно продукт польский. И считается, что, возможно, я что-то неправильно сейчас скажу, но я лично всегда стараюсь покупать польские продукты. Это, во-первых, поддержание страны, экономики, а во-вторых, мне кажется, это вкусно. Яся там шуршит, ходит. И еще одна причина, почему мне безумно нравится Польша и почему это плюс, это, наверное, то, что в Польше очень сильно развито сельское хозяйство. Да, вы можете ехать в России по полям, на поезде, там везде, и очень мало земли, которая именно используется для посева, для сельхозработ. А здесь же, в Польше, у меня был опыт, что я ездила осенью по приезду в Польшу на поезде. Я просто была в шоке от того, что ты едешь, и просто поля засеяны. Просто люди работают, люди занимаются сельским хозяйством. И вот когда где-то всплывает информация, что Польша не может сама себя прокормить, ну, мне кажется, это такой бред, потому что тут настолько это развито. Приезжаешь в какой-то маленький город, в маленькое село, либо деревню в Польше. Да, я уже там была, поэтому я знаю, о чем я говорю. И когда ты приезжаешь туда, вы просто не представляете, почти что у каждой второй семьи есть именно вот не по одной-две коровы, а вот именно большой хлев этих коров, огромные поля, техника, стоит трактора, стоит комбайны, то есть вот такое вот все. Люди здесь вот именно занимаются сельскими работами. И здесь очень много молодых ребят, девушек, которым это нравится, и они вот именно хотят жить в селе, хотят заниматься вот именно сельским хозяйством и хотят развиваться. Это мне безумно нравится в Польше. Хотела бы сказать об экологии. Я знаю, что многие говорят, что в Польше очень плохой воздух, там еще что-то, что какая-то пыль летает. Возможно, это и так. Когда мы только приехали, мы были в шоке от того, насколько здесь все зеленое. Здесь, правда, очень все зеленое. Здесь настолько городская инфраструктура, городская жизнь, весь город, все постройки и зелень сходятся друг с другом, что вы просто не заметите, что вы в городе, когда вы здесь летом. Здесь можно идти, увидеть вот таких вот пауков, огромных с ладошку. Здесь летают пчелы, осы, просто огромное количество. Вот когда мы заехали в эту квартиру, у нас на балконе было осиное гнездо. Нам пришлось идти в дом управления и вызывать компанию, которая нам потом на следующий день приехала и все убрала за бесплатно. Вы просто не представляете, насколько здесь много плодовитых растений даже в городской среде. Здесь по городу даже могут бегать дикие кабаны. Хотелось бы подметить огромный плюс в Польше, что здесь, как я говорила, очень много торговых центров, всяких магазинчиков. Здесь очень развита торговля. Здесь нет вот этой вот шумихи по поводу магазинов. Здесь можно зайти и в любом магазине найти и выбрать то, что тебе нужно, в любом диапазоне цены. Например, вот в России очень распространено, что, допустим, молодежь, она любит выделяться и выделяться за счет денег. Допустим, там какие-то футболки Calvin Klein, еще что-то. А здесь, в Польше, этого нет, потому что каждый человек, каждый, кто проживает в Польше, может себе позволить это купить. Поэтому здесь люди к этому более спокойны, и нету такого вот разделения на классы, как я уже говорила, потому что тут, в принципе, любой человек может себе позволить почти что все. И вообще же жизнь в Польше, она, когда ты сюда приезжаешь, она становится настолько размеренной, настолько спокойной,
что ты даже не замечаешь некоторых моментов. У меня вот очень сильно изменилась жизнь после того, как я приехала в Польшу. Я стала меньше нервничать. Я стала чувствовать себя более свободной, и я даже начала снимать видео на YouTube, потому что мне просто нечего стесняться, потому что мы все люди, у всех бывает все по-разному. Наверное, больше всего вот меня Польша научила это просто быть собой и выделяться тем, что ты — это ты. Пока что я вижу только хорошее в Польше, так что о минусах жизни в Польше пока что видео я не знаю, когда выпущу, потому что у меня их очень и очень мало. И то, что многие говорят, что в Польше плохо к кому-то относятся, еще что-то. Ну, во-первых, мы все люди, а во-вторых, это, наверное, я бы хотела сказать то, что когда вы приезжаете в другую страну, вот, например, как Польша, да, ну, либо вообще в другую страну в мире. Вы же должны как бы немного изменяться и подходить под эту страну. То есть, вот я недавно заходила в магазин, в Жабку, и там стояли 2 человека, 2 мужчины. Были пьяны и громко разговаривали матом, и они очень громко говорили всякие нецензурные вещи. На них стояла продавщица полька, так смотрела, ей было тоже это неприятно. Мы были с Ясей в магазине, поэтому то, что Яся это слышала, это, конечно, тоже было неприятно. Я не буду сейчас говорить, из какой страны эти люди были, но, наверное, многие из вас уже поняли, откуда они были. Да, в общем, без разницы, из какой вы страны, просто когда вы приезжаете в другую страну, где люди ведут себя более-менее адекватно, вы тоже, конечно же, должны учиться у них и брать пример, вести себя более адекватно. Вот, потому что, ну, это просто неприятно. Когда я зашла в этот магазин, я так и подумала: ого, ничего себе. Все те, кто хочет приехать в Польшу, не переживайте, не бойтесь, здесь вас ждет только хорошее. Может быть, будут какие-то проблемы, но они будут настолько незначительные по сравнению со всем, что здесь происходит, что, в принципе, вы даже и не поймете, что произошло что-то плохое, потому что вы забудете это почти что через час. Да вот, выйдя на улицу, просто поглядев на всю эту красоту вокруг, вы ощутите себя свободным и поймаете спокойствие. Сейчас у меня началась учеба, я пытаюсь там с работы решить кое-какие дела. У меня также курсы по польскому, также я сижу, учу историю, также домашние дела, там с Ясей посидеть нужно. Поэтому дела у меня очень-очень много, но мы с вами все это сделаем быстро, решим все быстро вопросы. Мне очень-очень нравится вести YouTube-канал. Выходит видео, появляется много комментариев, люди, которые поддерживают, подсказывают. И просто это общение, так как в Польше, конечно же, у меня пока не так много знакомых. И когда я вот так вот общаюсь с людьми, пусть даже и по видео, для меня это очень-очень круто сейчас, и мне это очень нравится. Поэтому спасибо, наверное, всем большое, что смотрите мои видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем большое спасибо. Пока-пока и до новых встреч. Пока-пока.